Всем доброго утра. Я по возможности сняла про все страны, насколько я помнила и по списку. Но все же иногда приходит в голову новая информация, как я и говорила, что время от времени, может быть, я буду обновлять и добавлять к тому сказанному, что уже было. Я вскользь сказала про Китай, но все же думаю, что великий дракон заслуживает чуть больше внимания, чем обычно. Поскольку дракон и змея, они близкие по крови, родственники, то у дракона в год змеи, в год царственной змеи или Василиска будет особое положение. Китай будет заполонять все рынки мира, какие сможет, какие возможно и куда дотянется. Начнется очень жестокая конкуренция между США и Китаем. Взаимные обвинения до такой степени жесткая конкуренция, что Китай даже предложит свои войска отправить и в Сирию для того, чтобы вмешаться в этот вопрос сирийского конфликта. Никогда Китай туда не лез со своими интересами, у него просто не было там интересов своих особо. Китай начнет отправлять своих посланников в Закавказье, пытаясь и там захватить рынок и сферу влияния. Начнет конкурировать с Турцией. По новой раздуется уйгурский конфликт с Турцией, потому что турки все время намекают на то, что Уйгуристан должен быть отдельным государством, что это колыбель тюрков, начало их цивилизации. В принципе, оно так и есть, потому что когда они с Алтая спустились в Китай и 6 веков осели там, перенимая азиатские черты полностью, а потом ушли в разные стороны. Одна часть ушла в сторону, земель рядом с Россией, с Русью. Другая, обойдя эти все туркестанские степи, ушла и осела возле Византии, потом завоевала Византию. В принципе, так и есть, но с той лишь разницей, что все-таки она изначально не была свободным государством, которое принадлежало уйгурам. Они тоже пришлые. И как все пришлые народы, когда они могут, когда им удается завоевать какую-то часть мира, когда они начинают доказывать, что они всегда там жили, то им хочется еще больше, у них аппетиты разыгрываются. А Китай этого не намерен терпеть, поэтому Китай на все поползновения Турции сразу же ставит вопрос о признании армянского геноцида. Это сделали уже предметом торга, что очень неприятно, но что ж теперь. С Россией у Китая двоякие отношения. Если помните, когда мы вызывали дух Чингисхана, он сказал, сделал одну ошибку, не уничтожил Китай. У них нет чести. Но отчасти это правда. Великий дракон, он все-таки, может, и великий, но очень хитроумный и очень коварный. Он делает вид, что он друг, пока ему удобно и нужно. Но в нужный момент может повернуться задницей, хвостом своим, уйти, оставляя своего партнера, который ему поверил, в недоумении и в момент опасности. Поэтому верить Китаю нельзя.
Но использовать силу Китая можно. Обостренный конфликт, еще больше обостренный конфликт, чем раньше с Америкой. Союз Китая, Индии и России. Очень тесный союз весь год, потому что это 3 страны, которые, основная цель Запада, это как раз 3 страны, которые они хотят изначально ослабить, а потом добраться до Ирана. Иран, потеряв своего лидера, начал вести очень непонятную политику, очень двуличную политику. Но у Ирана война на Ближнем Востоке где-то скрыто, где-то открыто с турками и с турецкими племенами неизбежна. Иран понимает, что смыкается кольцо вокруг его шеи, и нужно этот груз скинуть, пока не поздно. Поэтому жестокая борьба еще впереди. Я, конечно, сочувствую Ирану, но отчасти я думаю, что Иран сам это заслужил, потому что когда Арцах пал, Иран очень сердечно поздравлял Азербайджан, видимо, еще не понимая и не осознавая, что странно для Ирана, потому что там все-таки сильные политики, не осознавая, что там будут израильские базы против него. Может быть, было тайное соглашение, что этого не будет. Может быть, Азербайджан нарушил это тайное соглашение. Могу предположить, но весьма было странно. Это великая радость. Эти поздравления. С чем поздравления? С началом падения твоего поздравления. Вокруг тебя сужается кольцо. Пока там жили армяне, Иран мог спокойно жить. Сейчас хотят закрыть последнюю дорогу жизни, Зангезурский коридор. И тогда Иран останется полностью в блокаде. Но армяне Армении ценой крови своих детей готовы служить Западу до гробовой доски. Они готовы отдать всю свою родину, лишь бы Америке и Европе было хорошо. Это мы уже поняли, что там, понятие мозг очень дефицитная вещь. Эти люди до такой степени обожают европейские страны, до такой степени готовы сделать им хорошо, что готовы своих детей отправить в жертву еще раз и свою родину утопить в крови, лишь бы тем было хорошо. Когда-то наш киликийский царь Левон имел такую глупость отправить всю свою казну в Англию для сохранения по обоюдному согласию, договоренности. Потом не стало ни Левона, ни киликийского государства. Так что отправляйте своих детей, да, отправляйте, жертвуйте. Очень большая обида была, я читала, вот зачем вы так говорите. А как надо говорить вам? А кто вы? Не предатели, а кто вы? Если вам приказывают в школах, везде снять все портреты павших героев, и вы ни слова не говорите, начиная от учителей, заканчивая директором школы, заканчивая родителями этих павших солдат, кто вы тогда? Как вас можно уважать? Как вас вообще можно считать за людей? Очень странно требовать уважения. Уважение не требует, его заслуживают. А вы не заслуживаете этого никак. Поэтому не удивляйтесь, что, например, живущие в Армении люди, не хочу их армянами называть, это позорно для меня лично, люди, живущие в Армении, люди, у которых есть очень большие желудки, и которые не насыщаются праздниками, радостями, свадьбами день и ночь. Вот, пока хоронили их народ, они там очень хорошо веселились. Поэтому, не удивляйтесь, что они готовы костьми лечь, они готовы даже сами пойти в рабство, продаться, лишь бы Америке было хорошо. Поэтому надеяться на этих двуногих, живущих там с огромными желудками, то есть с пустой башкой, не надо. Поэтому России нужно думать сейчас о том, как обезопасить свои южные границы. Это раньше там жили братский народ армяне. Сейчас они не братья даже своим единокровным по всему миру. На них надеяться не надо, господа.
Забудьте, там нет людей уже. А Ирану предстоит очень большая борьба. И самое интересное, что на сей раз Иран не поддержит со всех сторон. Далее Азербайджан отдадут в жертву ради борьбы с Ираном. Ну, если вы думаете, что вы для них что-то значите, что какие-то вы особенные, я вас разочарую. Им абсолютно наплевать на нас, на всех. И на армянскую кровь, и на вашу кровь наплевать. Они идут к своей цели. Вы отдали своих детей, больше 23 тысяч. Отдали своих детей. Не считая наемников и так далее. Там по некоторым подсчетам почти 30 тысяч погибли. И вы живете в Арцахе, на этой земле? Нет. Что там происходит? Там British Petroleum добывает золото для Англии. Я вас поздравляю. Вы отдали своих детей для того, чтобы Англия добыла себе хорошее золото. Вы молодцы, конечно. Супер. Со стороны армян погибшие, хотя бы их можно понять, они свою землю защищали. А вы ради чего пошли, непонятно. Вот когда вы намекаете, вот зачем вы там гибли, вот я вас спрашиваю, как раз этот вопрос очень уместен для вас. Вы зачем там гибли? Для чего? Я недавно видела определенное видение, я сказала девушке одной, не буду говорить ее имя, чтобы дальше не было лишних разговоров. Я ей говорю, ты знаешь, поскольку ты принадлежишь этому народу, я тебе скажу, но я об этом не буду снимать, потому что сразу начнут, вот она армянка, специально так говорит. Но я сейчас все-таки вам скажу. Это видение было где-то полмесяца назад, наверное. Я видела старинное кладбище, там было на русском языке написано «Старинное азербайджанское кладбище». И мы зашли, много людей, начали там очищать, значит, там заросло просто травой, мы начали чистить, протирать надгробие. И приходит человек в челме, я так поняла, что это был мулла. И он начал нас ругать и говорить, зачем вы трогаете могилы, зачем вы чистите? Я говорю, ну, наводим порядок, не видите, старое заброшенное кладбище. Он говорит, не нужно этого делать. Здесь еще много кого будут хоронить. Вот когда всех похоронят, тогда и будете думать, чтобы тут убирать. Я вижу огромные процессии, они идут и несут портреты молодых людей, и женщины, которые там причитают, бьют себя по голове и так далее. Можете говорить, что я специально это говорю, мне абсолютно все равно. Я уже никому ничего доказывать не собираюсь, доказывать мои работы. Но в очень скором времени вы похороните огромное количество молодых людей. Это будет по-разному случаться. И это расплата за то, что вы согласились идти убивать другой народ. Ничего не поделаешь. Когда убиваешь других, платишь своей кровью. Древний закон. Забрал у кого-то, отдал свое. Так вот, сейчас Ирану нужно быть очень сильным, держаться. Если Иран сможет отстоять, я вижу, что сможет отстоять, но ценой очень больших потерь. А Китай, великий дракон, у нас будет вести двоякую политику. Не верьте Китаю. Потому что в какой-то момент они начнут тайно действовать против России. Они заключат договор между собой, что если против России будет действовать Китай, то Китай вроде бы не тронут. То есть такое внегласное соглашение. Но потом кто-то из них нарушит этот договор, и начнется это противостояние перед всем миром с большей силой, с большей агрессией. Остальной мир, наверное, все-таки скажем еще, да, дополнение. Этот поток информационный не оставляет в покое, идет, и никуда не денешься. Следующее, Индия. В Индии появится какая-то болезнь. Опять начнут людей закрывать по домам от ужаса, страха. А потом поймут, что эта болезнь передается через воду.
у них очень грязная вода. Эти все болезни, эти все заразы, это понятно, что у них постоянно это происходит, но появится новая какая-то зараза, водяные черви, что-то вот такое вот, распространители, и умрет огромное количество людей. Из-за нехватки медикаментов, помощи начнется бунт, начнутся погромы в Индии. И Индию пытаются склонить к западной политике, будут постоянно сейчас очень интенсивно ездить туда. Вообще правительство Трампа будет стараться со всеми, по крайней мере, поверхностно дружить, показывать свою дружбу. Кстати, еще хочу сказать про умников, которые мне надоели писать под роликами. Знаете, вы потом удивляетесь, почему вас послали. Ну, просто задолбали. Иванка – это не жена Трампа, это дочка Трампа. Это... Да вы заколебали уже, правда. Его жену звали Иванка. Они назвали дочь в честь матери Иванка. Так что у них в семье две Иванки. Вы меня не учите жизни, пожалуйста. Если я не знаю какую-то информацию 100%, никогда в жизни я об этом не скажу. Вот прям реально. Яйцо учит курицу. Вот нет, это не так. Все, проверьте информацию и не пишите, если не хотите, чтобы вас потом поставили на место. Далее. Австралия. Ну что про Австралию говорить? Вассальное государство для Англии. Как было, так и есть. Опять будут пожары. Правительство Австралии абсолютно никчемное. Абсолютно никчемное. И ничего хорошего с этим правительством не будет. Эти люди выполняют только заказ своей матушки Англии. Они абсолютно плевать хотели на свой народ. В большинстве своем правители мира не принадлежат, не имеют кровной связи с тем народом, которым управляют. В основном это хазары, поэтому не удивляйтесь этому. И самое интересное, что они очень верны своей крови, очень верны своим корням. У них между собой тайная связь, они все друг друга знают, поддерживают, помогают. И овладев определенной территорией, если кто-то хочет, кому-то выгодно, он делает эту территорию сильной, потому что все-таки они там живут. Кто-то просто продает и убегает куда-то, как, например, незалежные, там, Армения, вот просто хазарские, вот эта вот верхушка, она просто под армянскими фамилиями сидит там и продает эту страну. А те, которые там, так называемый народ, настолько безмозглый, что даже не понимает, что влюбленные в своих палачей, они просто губят поколение свое и своих детей, не понимая, что это люди, которые не являются частью их народа, поэтому им абсолютно наплевать, что будет с их народом. Они очень наивно и очень свято верят им, непонятно по каким причинам. Наверное, знаете, за последние 30 лет интеллект человечества очень сильно понизилось, поэтому, вот так вот происходит такое. Не видят насквозь, не видят. Их убивают, они целуют руку своих палачей. Например, возле могилы своего сына мать, обнимая Пашиняна, сказала: я сына потеряла, но вас терять не хочу. Пожалуйста, о чем мы говорим? Когда принимают своих палачей у себя дома, угощают, значит, целуют им руки, те руки, которые отправили на гибель их ребенка. С такими людьми разговаривать просто не о чем. Я просто говорю, мое дело предупреждать. Дальше как хотите. Далее Канада. Просто дополняю и говорю о тех, о ком еще не говорила. То есть начало года еще время есть, так что все нормально. Да, вчера я забыла в теме инструкция по выживаемости про лед, который я говорила. Но я думаю, что когда вы прослушаете эти все предсказания, там эту общую картину вы все узнаете. Лед, как сберечь себя от льда. Во-первых, будьте осторожны и узнавайте, в каких местах лед тонкий,
Во-вторых, начитывайте обереги, собираясь в дорогу. И вас заранее предупредят, либо не пустят туда, где опасно. Политика Канады. Канада в этом году будет очень сильно поддерживать фашистскую политику, идеологию. Крутить будут вам фильмы, рассказывать, какие они были замечательные все генералы, значит, военачальники, как Россия вот была такая. Они пошли освобождать народ России. Народ России от своей же родины они освобождать пошли. В этом году канадские политики вас очень приятно, точнее неприятно будут удивлять. Граждане Канады. Экономический спад, значит, очень высокие цены на продукты. Со многими рынками они не наладят свои, как бы, связи. И самое интересное, ой, ужас и кошмар, появятся в Канаде, значит, китайский рынок начнет верховодить. Вот тот самый Китай, который вроде бы ругают, ненавидят и так далее. Ну вот пусть это будет первым сигналом о том, что политика ведется двуличная, нечестная, и Китай не совсем соратник для России. Но в России это прекрасно понимают, однако силу великого дракона использовать тоже нужно с пользой. Это тоже правильно, но политика, она никогда не была честной, ни с одной стороны. Иногда просто бывает чрезмерно, вопиюще нечестной, и это тоже имеет место быть. Латиноамериканские страны. Ну, Бразилия, она подписала себе приговор. В ближайшие годы к власти приходят безумцы, к власти приходят авантюристы. Знаете, когда актеры, журналисты каких-то желтых газетенок, какие-то гинекологи, как Урсула, приходят к власти, начинают заниматься политикой, когда их место копаться вон там, где их профессия начинается, то они вот как бы все эти страны перетаскивают как раз на это скамью гинеколога и суют конкретно туда, в свое рабочее место. Вот так и происходит. Потому что должны быть опытные политики, старые волки, понимаете, которые изначально были из ФБР, из ФСБ. Ну, ФСБ сейчас создали КГБ, предположим. То есть это люди с опытом. Я бы не доверила управление страны человеку, которому меньше 50 лет. Это не объяснить. Это нужно дойти до этого возраста, чтобы понять. Вот я сейчас, глядя на себя, скажем, 30-летнего, я бы в жизни не доверила себе страну, потому что я была еще ребенком, сама по себе еще юной, еще многие глупости творила в жизни, многое не понимала, не вникала, и доверять такому человеку власть, ни в коей мере. И поэтому в основном приходят амбициозные, молодые, глупые, неопытные люди. Возраст, опыт – это очень великое дело, и ничем не заменить. Ничем. Даже гениальный ребенок, он не может управлять государством. Потом, для того, чтобы управлять государством, надо быть своим, надо иметь связи в мире политики. Потому что если ты случайный пассажир, тебе ни оружие не продадут, с тобой не заключат никаких договоров, ты свою страну потащишь в бездну. Вот о чем речь. Но приходят вот такие политики. Если вам интересно, можете посмотреть мою лекцию, называется «Гибкая политика». О гибкой политике. И я как человек с историческим образованием, который занималась политологией много лет, могу расставить эти приоритеты в любом случае. Но даже я понимаю, что я бы не смогла управлять государством, потому что для этого нужно совершенно другое. Кроме знаний и опыта, еще нужно быть своим, нужно иметь связи, чтобы ты мог вытащить на какой-то новый уровень свою страну. Так вот, в Бразилию пришли амбициозные, сумасшедшие, душевно больные люди, и в Бразилии начнется очень большой упадок, который лет на 15 им обеспечен.
Куба. Куба, Венесуэла, она всегда была на стороне России. Вы когда-нибудь замечали, вот, когда мировые звезды, там актеры, певцы играют роль русского или поют на русском языке, сразу же у них приходит к ним слава. Вот вы замечали это? Невзирая на то, что такая зависть, ненависть к нашей стране, почему-то, как только заговорили на русском языке, приходит слава. Почему все стремятся в Россию приехать и здесь выйти на сцену, а не у себя в маленьких республиках? Потому что в маленьких республиках тебя знают только в своем районе, а здесь весь мир узнает. Так вот, в тайне, в глубине в души подсознательно мир любит Россию, любят русских. Ну, для них русские мы все, скажу вам. Здесь мы все русские, они не различают. Все, кто живет на этой огромной территории, для них русские. Они любят Россию. И когда звучит русская песня, у них сразу симпатия появляется к человеку, который это исполняет. И вот эта любовь к нашей стране, по сути, мешает вот этому хазарскому каганату, который сидит во всем мире, управлять так, как они хотели бы. Срывает их планы, понимаете? В любом случае наша страна вызывает симпатию и любовь. А дополнительно скажу, можете посмотреть мою лекцию, набрать «Хозяева мира» или «Ковчег завета Хазар». Послушайте, будет интересно. Итак, сейчас перед глазами пробегает атлас. О какой стране мы еще с вами не говорили. В принципе, мне кажется, я обо всех сказала. Но африканские страны мы не будем сейчас брать в счет. Они, бедняги, как жили, так в нищете, как их грабили, так и грабят. Но кто виноват, они сами это позволяют. Их лидеры продают. Если учесть, что их короли продавали свой народ в рабство когда-то, и приходилось уродовать людям себя, своих дочерей, вот эти все огромные блюдца, сунутые в губу, вы думаете, нефиг делать, делали, уродовали, портили внешний вид, чтобы человека не забрали в рабство. Как говорил Гарегин Нажде, подонки и подлецы народов мира еще не раз причинят боль своим народам. Так что никуда не деться. Свои начинают изнутри это все. Так, если будут дополнения, я, конечно, сниму. Но пока что, наверное, достаточно. Действительно достаточно. Эта тема меня не отпускает, вот прям держит мертвой хваткой. Я прям мечтаю уже доснять это все и вернуться к своим привычным делам, к своим работам, лекциям, ритуалам и так далее. Вы не представляете, что значит этот огромный поток, который рушится на твою голову. Если что-то не сказала, в ближайшее время еще буду время от времени дополнять. Пока достаточно. Всем удачи!